Привет, армия. Тэхён дома, со своим очаровательным Чингуком. Вы заметили шарф Тэхёна в аэропорту? Синий шарф, который он вчера привязал к сумке, уезжая из Парижа. И сегодня, почти символическим жестом, он носил его вокруг талии для большей видимости. Эта простая деталь говорит больше, чем кажется на первый взгляд. Как будто он хочет, чтобы все знали, что его сердце уже на пути домой, где его ждет Чингук, этот очаровательный плюшевый мишка, и эта красная ниточка тоже там, просто, но со смыслом. Тэхён всегда носит свое пламя, Чингука, с собой, на каждом шагу, в каждом полете, в каждом взгляде, которым он обменивается с теми, кто следует за ним. В аэропорту, с этим мягко развивающимся синим шарфом, мы снова видим то, что всегда знали. Тэгуки нужны друг другу, они ищут друг друга даже в толпе. Они как два кусочка пазла, которые судьба настаивает собрать вместе. Наши малыши-тэгуки, дуэт воды и огня, которые естественным образом дополняют друг друга, снова вместе, представьте. Как сильно они скучают друг по другу, сколько раз их взгляд останавливался в ожидании этого воссоединения. Одна лишь мысль об этом наполняет мое сердце нежностью. Желаю вам насладиться прекрасным часоком вместе, моментом отдыха и благодарности под луной, когда все кажется теплее и ближе. Мы хотим, чтобы вы знали, что мы вас любим, что мы скучаем по вам и что ваше счастье освещает наше. Тэхён просто сияет, его невозможно не любить. В его улыбке есть что-то такое искреннее, такое облегчение, что делает невозможным не улыбаться вместе с ним. В аэропорту он выглядит счастливым, по-настоящему счастливым, возвращаясь домой после изнурительных дней, после туров, камер и софитов, и зная, что Чингук ждет вас там, это, должно быть, похоже на возвращение в место, где все имеет смысл, наблюдать, как он движется среди людей, машет рукой, заглядывает сквозь веревки с его фирменной миловидностью. Это напоминание о том, почему Тэхён так любим, такой драгоценный. Каждый его жест говорит о близости, теплоте, человечность, превосходящие любые экраны. Как же он рад, что его расписание закончилось. Он может отдохнуть, вздохнуть и насладиться последним днем Чусака с Чингуком, словно сама Вселенная дала им это время, чтобы воссоединиться, разделить смех и тишину, просто быть собой. Видеть Тэхёна таким счастливым, таким полным жизни – это благословение, и я надеюсь, что в следующий раз аэропорт предложит ему более безопасное и комфортное место, чтобы его улыбка не была подавлена шумом и препятствиями. Потому что, в конце концов, самое прекрасное – это видеть, как Тэхён возвращается домой, знать, что где-то за светом софитов и камер его ждет Чингук, и в каждой мелочи, синем шарфе, плюшевом мишке, красной ниточке, кроется тихая история, история двух душ, которые всегда находят друг друга, даже среди суеты мира. Пост Тэхёна на Уиверс – одна из тех маленьких жемчужин, которые без лишних слов трогают сердце тех, кто знаком с его уникальным способом общения. С присущей ему нежностью и элегантностью он желает простого, но многозначительного, счастливого Чусака. Но за этой простой и, казалось бы, невинной фразой скрывается глубокий смысл. Жест, который находит глубокий отклик у тех, кто следит за каждой деталью его жизни. Поскольку Тэхён, с присущей ему тонкостью, делится не просто приветствием, но и намеком, полным символизма, он публикует блинчики с чонами. Чон – традиционный корейский несладкий блинчик. Это больше, чем просто блюдо. Это осязаемое выражение семейного единства, благодарности и процветания, отмечаемое в Чусок, праздник, объединяющий семьи, чтобы поблагодарить за изобилие удачи в течение года. Приготовление чона – это не просто приготовление, это возможность поделиться. Это напоминание о том, что ценность повседневной жизни заключается в маленьких проявлениях любви и единения. Именно это сделало пост Тэхёна таким запоминающимся. Многие просто увидели фотографию традиционной еды, другие увидели в ней скрытый смысл, жест. В день, который должен быть посвящен семье, он решил показать то, что ее символизирует – тепло дома, единение, присутствие тех, кого мы считаем важными в своей жизни. Возможно, но те, кто следил за историей Тэхёна, знают, что в его мире совпадения редки. Тэхён всегда умеет общаться с помощью деталей, маленьких жестов, которые говорят громче тысячи слов. Его пост был одним из тех молчаливых, но красноречивых жестов, одним из его фирменных способов выразить «я думаю о ком-то особенном», и именно тогда многие вспомнили фразу, которую он однажды произнес «Чингук – моя семья». В таком интимном контексте, как Чусок, где семья – это все, слова Тэхёна приобрели новый смысл. Разве может быть более тонкий и красивый способ подтвердить эту связь? Любовь Тэхёна всегда была тонкой, почти неземной.
Она проявляется в тонкостях, в необъяснимом, его взгляде, его жестах, его естественной гармонии. Все это говорит само за себя. Пост Тэхёна был одним из тех молчаливых заявлений, которые могут понять только те, кто действительно его понимает. Потому что, когда он делится чем-то в день, символизирующий единство и принадлежность, нетрудно понять, о ком он думает. Чон, готовый в каждом доме благословлять семью, в его руках стал символом связи и любви. Чусок – это время, когда семьи собираются вместе, обнимаются и празднуют то, что они построили вместе. И Тэхён простым жестом еще раз обозначил, кого он считает частью своего ближайшего окружения, не прямыми словами, а теплотой фотографии, которая говорит о многом. Это был его способ выразить то, что он чувствовал, не говоря об этом, как будто каждый пост, каждая деталь были скрытым посланием, которое могли понять только те, кто видит сердцем. Тэхён, со своей историей, сотканной из общих моментов и красноречивого молчания, продолжает показывать, что настоящая любовь не всегда произносится вслух. Иногда она открывается в повседневной жизни, на фотографии, опубликованной в нужный момент, в традиционном блюде, которое символизирует единение. Итак, простой пост счастливого Чусака стал актом нежности, молчаливым подтверждением того, что их отношения остаются живыми, крепкими и подлинными, потому что Тэхён еще раз ясно показал, кому принадлежит его сердце. Он сделал это по-своему, сочетанием грации, тонкости и искренности, которым обладает только он, и хотя некоторые могут попытаться это отрицать. Истина есть в каждом жесте, в каждом взгляде, в каждой детали, которая их объединяет. Любовь Тэхёна вездесуща, постоянно, реально, как мелодия, которая никогда не перестает звучать для тех, кто умеет слушать. И пока мир празднует изобилие и единение Чусака, Тэхён напоминает нам без слов, что любовь, настоящая любовь, можно праздновать и так, совместными трапезами, безмольными воспоминаниями и взглядами, которые значат больше, чем любое публичное заявление, потому что иногда сердцу не нужно говорить, ему просто нужно показать себя. Одна из самых сильных сторон отношений Тэхёна и Чингука – это то, как они общаются без слов, безмолвный, почти невидимый язык, который, кажется, развивался со временем, основанный на взглядах и жестах, которые легко понять без объяснений. Многие наблюдают со стороны и считают все, что происходит между ними, частью фан-сервиса, хореография, созданная для камеры, представление, призванное развлекать. Однако, стоит лишь присмотреться, чтобы понять, что есть что-то иное в том, как они смотрят друг на друга, в том, как естественно синхронизируются их движения, без репетиций или сценария. Именно эта тонкая, почти незаметная разница отделяет акторскую игру от реальности. То, что произошло между ними, не могло быть поддельным. Каждый жест, каждое прикосновение, каждая общая улыбка, казалось, имела свой собственный вес. За всем этим стояла история. В том, как они были вместе, была такая захватывающая естественность, что казалось, будто мир вокруг них исчез на мгновение. Никаких камер, никакой публики, никакого зрелища. Только они вдвоем и связь, которая, казалось, говорила на другом языке. Их объединили не шум или обнажение, это была тишина, наполненная смыслом, доверием и присутствием, и в этой тишине открылись их самые глубокие истины, связь, не требующая объяснений, потому что она была построена на самой простой искренности. Но за этой естественностью скрывалось нечто большее, нечто, что не все осознавали. Среди публичной жизни, сцены и света небольшие жесты становились убежищем, взгляды задерживались на секунду дольше обычного, общий смех, нарушавший рутину, небольшие прикосновения, которые казались случайными, но таковыми не являлись. Именно эти повседневные моменты поддерживали их связь живой, словно невидимая нить, которая связывала их независимо от контекста. Потому что, когда отношения основаны на подлинности, каждая деталь становится символом, каждое действие несет в себе историю. Тогда простой пост счастливого Чусака – это не просто радостное приветствие, это акт нежности, вдумчивый способ напомнить себе, что они все еще здесь, присутствуют в жизни друг друга, небольшое сообщение, которое в тишине говорит громче тысячи слов. Именно такие жесты превращают обыденность в нечто трансцендентное, превращают рутину в общий язык. Это не явные заявления или демонстрации, скорее, это жесты, которые при повторении выстраивают эмоциональный рассказ, который, кажется, полностью понимают только они. Самый показательный аспект связи Тэхёна и Чингука – это не отдельный момент, это все в целом, каждый момент. Каждый, казалось бы, случайный обмен мыслями – это часть невидимой структуры, которая поддерживает то, что их объединяет.
На первый взгляд это может показаться простым совпадением или спонтанностью, но если присмотреться, можно обнаружить некую закономерность, особый способ смотреть друг на друга, становиться ближе, существовать, эмоциональную рутину, которая повторяется без усилий, как будто их души привыкли встречаться даже в тишине. So where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different